Представители знака зодиака Телец. Мои дорогие тельцы, здравствуйте. Таро прогноз на декабрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Последний месяц уходящего года, когда мы подводим итоги и строим планы на будущее. Давайте узнаем, что нам раскроют как раз карты. Возможно, с какими неожиданностями мы столкнемся или какие дела, вопросы нам придется решать в декабре. У нас сегодня 2 колоды карт. И давайте с вами узнаем, что придет, что уйдет. Вот такие вопросы зададим. Будем, конечно, реалистами, мои дорогие. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какие-то подсказки вы все же получите. Итак, что же придет для тельцов? А что уйдет? Что будет продолжаться? Может быть, с чем связано, какая история? И уйдет как вопрос, который вы, возможно, сумеете закрыть или определиться. На что не соблазняться? 4-я карта. А как раз на что вам соглашаться? 5-я карта. И чего опасаться? 6-я. И на колоде колесо года 3 главных события. Чем вам придется заниматься или какая сфера жизни будет наиболее важна для тельца? Достанем 3 карты и, если будет необходимо, раскроем. Итак, 1-е событие, главное, важное. 2-е в вашей жизни, как видят карты. И 3-е, мои дорогие тельцы. Итак, что же придет? Декабрь. Получение денег. Причем такие ситуации могут быть, когда, мои дорогие, много самоуверенности, может быть и самонадеянности. Иногда я эту карту называю карта эгоиста, хотя в этой колоде не совсем про эгоизм, но так отчасти, когда мы занимаемся собой. И, может быть, карта говорит, ты просто то, что у тебя удалось совершить. Правда, вот по части итогов. Тебе задача это сохранить. Здесь не будут направлены ваши действия или где-то карта рекомендует не распылять ресурсы, мои дорогие тельцы, а как раз больше заниматься собственными проектами или то, что вы хотите совершить. Может быть, для кого-то из вас эта карта будет означать важные сделки по части и недвижимости. Или все то, что можно свести в конечном итоге к деньгам, к ресурсам. Или к финансам, может быть, решение каких-то вопросов и в банках, такое я тоже не исключаю. Или, может быть, купли-продажи какие-то. Я не говорю по этой карте, что мы что-то продаем и покупаем обязательно в декабре. Но то, что вы будете прицеливаться, как бы, да, такое может быть. Все то, что касается имущества и благополучия в центре внимания. Но это не чье-то благополучие. Это не в целом, ну, какой-то вселенский, какое-то такое спокойствие или благоденствие, увы, нет. Потому что эгоизм имеется в виду в хорошем таком здравом смысле. Есть ряд вопросов, которые вы именно для себя должны прояснить или понимать, что я буду делать дальше, или свою собственную стратегию, тактику разработать. Да, отчасти мы можем где-то быть, поскольку эгоизм может быть как проявлен очень открыто, поэтому будьте дипломатами, безусловно. И тем не менее, видимо, есть какая-то тема, когда вы собственные ресурсы именно должны сохранить, преувеличить, но не растратить в декабре. Странно, да, потому что у нас период, когда мы делаем подарки, например. Значит, подарки в какой-то разумной границе должны быть. Может быть, прежде вы думали, что эх, гульну, к примеру, а здесь вы подумайте, нет, я как-то скромнее обойдусь, подарки сделаю. Это знаки внимания, в конце концов. Поэтому будьте внимательны. Что уйдет? А вот смотрите, нам человек показан, который 2 жезла, да, 2 жезлов. И он ходит от одного жезла к другому. Вот какая-то очень маленькая траектория, когда не мог ни вправо, ни влево, не мог с чем-то определиться, словно был в каких-то узких границах или рамках. Вот это уйдет. Правда, вы с чем-то определитесь.
Часто очень эта карта, если мы говорим тройка жезлов, это карта будущего. А двойка – это то, что на данный период времени и где-то связано с прошлым. Вот какая-то перезагрузка у вас в декабре будет, это точно. Поэтому, может быть, и деньги, ресурсы. Нам карта говорит, нет, но ты не можешь где-то ну, сбавить обороты, может быть, отчасти в декабре. Для кого-то это много работать придется, кстати, мои дорогие тельцы. И, значит, этот режим вам придется скорректировать между отдыхом и работой, потому что вы не можете потерять время буквально. Тут для вас очень добрый период, может быть, по части как и работы, как и заработков, так и, может быть, вашего творчества, вашего хобби, ваши мечты, мои дорогие, на кону. И как раз определиться с прежней какой-то путаницей у вас получится. Что же будет продолжаться? Карта Луна. Ну, часть, видимо, путаницы уйдет, но сама по себе по карте Луна – это неопределенность, нет каких-то четких границ. Ну и правда, если мы рассмотрим на планеты, планета Уран, она в ретро-движении в вашем знаке, она еще будет очень долго. Так вот, если мы про ретро-движение до конца января, поэтому ряд вопросов еще даже планетарно вы будете анализировать, словно примерять на себя и постепенно завершать. К вам могут и люди возвращаться, и какие-то ситуации, как будто телец. Ваша задача сейчас собственные ресурсы, как и сохранить, так и подумать, как сказку сделать былью. Не надеясь ни на кого, надеясь только на самих себя. И поэтому по карте Луна есть еще что-то в вашей жизни, что сейчас вот все точки над «и» вы не расставите, это точно. Продолжится что-то. У кого-то путаница, мои дорогие, в личной жизни, такое тоже могу предположить. По аркану Луна это пока непонятно. Облик есть или какие-то образы, а конкретики никакой. Иногда по этой карте это место нашего пристанища. Меня смотрят люди из разных стран. По аркану Луна мы должны как будто это место, как наша цитадель безопасности, сохранять, удерживать. Поэтому у кого-то, может быть, и в этом контексте придется сохранять то место или те возможности, где вы сейчас находитесь. Значит, такая задача переходит на 2025 год. Себе не навредить. Помните, что что-то еще будет меняться. И когда в конце января Уран выйдет из ретро-движения, а Уран всегда, хоть мы и называем планета-разрушитель, он ничего не разрушает. Из разряда того, что может быть продолжено, он ничего не разрушит. Но вот как раз какую-то замшелую историю он может свести к нулю. Вот это запросто. Поэтому помните, в вашем знаке в феврале месяце останется Уран, но это будет прямое движение. И там могут быть некоторые события, которые словно ускоряются. Или обстановка как-то будет резко меняться. Ну и, в принципе, для всего мира тут тоже может многое что меняться. Поэтому вот такой небольшой анализ чисто даже планетарных транзитов примите к сведению, мои дорогие. Хорошо, чем не соблазняться? Ну, это праздник. И у нас вверху карта девятка кубков. Хоть и кубки, но все же там благополучие, самосохранение. Не, может быть, как обширный какой-то праздник, гуляние. Или, знаете, всегда есть риск, меня смотрят разные люди, у каждого своя история. Иногда есть же такая трактовка, когда любовный треугольник, вот этим точно не соблазняться. Или когда вы можете думать, допустим, в партнерских отношениях, есть два партнера, вы не можете определиться. Но вот тут не получится и вашим, и нашим. Иногда мы говорим, что уйдет. Вот эта двойка жезлов, как пытаться усидеть одновременно на двух стульях. Вот этого не получится. Вот этим даже, я бы сказала, не соблазняйтесь. Хорошо, а на что же тогда соглашаться? Конечно, это у нас 6 жезлов. Это карта победителя. На что же вы должны соглашаться? Понятно. На победу мы согласны. Но что такое победа? Что-то вы уже сделали хорошо, но вы не можете расслабиться. Нам вторит карта. Как бы да, есть те пункты, которые вы уже проделали, и можете собой отчасти гордиться. Но это не значит, что вы расслабились и все пошло как-то по-своему. Нет, ваша задача, я уже об этом говорила, удерживать все в своих руках. И уделять внимание вашему благополучию. Какую-то победу нужно буквально удерживать
Или как только вы, ну, где-то ослабите свою концентрацию внимания, все пойдет наперекосяк, об этом нам тоже говорит карта. Не надейся ни на кого, надейся сам на себя, потому что ничто так не постоянно, как первое обстоятельство, второе людское мнение. Поэтому будьте на своей волне. Вот на это нужно соглашаться, удерживать, опять же, ваши сильные позиции. Чего опасаться, чтобы что-то не разрушить? Отчасти, когда у нас вот такая ситуация, как вот описала я по 9 кубков, карты эгоиста, да, когда мы самоуверены или мы самодостаточны, и карта 6 жезлов победителя нам вторит, мы чересчур самонадеянны. Может быть, вы думаете, что есть то, что для вас очень правильно, и вам придется где-то провести, как знаете, параллели. Что есть в моей жизни материальный мир, и что есть в моей жизни, может быть, духовность, возвышенное и земное. Вам каким-то образом нужно будет это объединить, или, может быть, объединить то, что вы еще пока наверняка не знаете. Я бы сказала, вот если в целом иногда это про образ Юдифии, как известно, отрезала она, так отрезала, но у вас это выпадает в позиции чего опасаться. Поэтому быть слишком безапелляционным, я бы сказала, подведя итог именно так. Потому что есть опасность что-то разрушить. К примеру, отношения. А Луна вверху нам говорит, а ты еще не знаешь. Может быть, какой-то человек тебе, ну, попросту еще поможет. Или, может быть, вы с человеком друг друга не поняли. Или просто менее эмоционально смотреть на какой-то вопрос. Кстати, слушать интуицию. Интуиция – это что? Интеллект и наш опыт. Причем тот опыт, который мы именно как ситуацию оставляем, а не пропускаем вновь через себя. Это какие-то прежние грабли, на которые мы снова не должны наступить. Или мы не должны, знаете, столкнувшись, может быть, буквально с какой-то опасностью, думать или паниковать, или рассчитывать на кого-то. Вот по этой карте мы рассчитываем сами на себя. Хотя вместе с тем контакты, скорее всего, следует сохранять, потому что чего-то вы не видите. Карта Луна говорит о том, что для тебя, телец, еще пока не все вопросы прояснены, поэтому будьте аккуратны. Давайте посмотрим 3 главных события. Да, вы можете с чем-то заблуждаться. 9 мечей – это всегда карта внутренних страхов. Вы можете переживать кто-то за деньги, финансы, например, да? Кто-то переживает за отношения, переживает за своих близких. И нам говорит карта, открой глаза. Всегда по 9 мечей проходят те обстоятельства, когда мы не хотим или не можем словно их увидеть, что же есть в реальной жизни. Поэтому быть реалистом – первое важное событие. Значит, опять же, карта Луна, аркан, старший аркан. Тут могут вас посещать как новости какие-то, информация, или вам что-то может не нравиться в конкретном человеке. Поэтому не драматизируйте, не устраивайте себе ненужную философию на мелком месте, но и не живите в каких-то иллюзиях, что что-то произойдет само. Нет, тут придется действовать самому. Как и иллюзии, так и какое-то разочарование. Самые такие вот противоположные эмоции, но очень сильные, они вам точно могут мешать. Давайте мы раскроем несколько, с чем это может быть связано, 9 мечей. Иногда, мои дорогие, бессонница именно из-за усталости. Поэтому, если таковая имеется, с этим нужно что-то делать. Либо, если это уже хроническое состояние, обратиться к специалисту. Или попросту больше отдыхать, прогулки перед сном. Да, это ваши какие-то очень важные, может быть, решения, которые вам предстоит сделать в декабре. Нам ведь сказали, тут уже что-то, как минимум одно, прояснится. Пусть выпадает король Пентаклей, мои дорогие. Может быть, это будет связано с кем-то из близких. Или
с вашим супругом, супругой. Неважно, что у нас король. Мы по полу карту не рассматриваем. Иногда как раз по этой карте близкие проходят. И супруги в том числе. Это те люди, на которых мы можем положиться. Может быть, конкретный человек, который тоже так же, как и вы, рожден под знаком зодиака, стихии Земли или имеет асцендент там, Телец, Дева, Козерог. Может быть, и вопросы согласования с банками, закрытия каких-то кредитов или место вашего жительства. Вот что-то вы должны решить. И есть определенные сомнения. Может быть, куда я еду? Там я буду жить или в каком-то другом месте. Или ваше творчество, ваша работа. Все-таки снова нам пентакли. Тема денег, тема имущества, тема финансов, она будет преобладать над вами в декабре. И принцесса Пентакли прилежная ученица. Поэтому каково важное событие? Вам придется чему-то учиться. Может быть, для того, чтобы монетизировать свое хобби, творчество. Может быть, бизнес продвинуть или сделать карьеру, мои дорогие. У кого-то буквально придется на курсы пройти, точнее пойти на курсы и пройти какой-то период обучения. Для кого-то из вас дополнительные заработки, вы будете рассматривать самые разные варианты. Обучаетесь, по сути дела. Кто-то будет банально обучаться финансовой грамотности. И вот посмотрите, что бы вы тут ни задумали, чтобы не было, наверное, вот этой какой-то внутренней путаницы или внутренних страхов. Карта нам говорит, старший аркан, правосудие, поступай по закону. Не делай ничего того, что каким-то образом не согласуется с законом. Помни, что у тебя должно быть на бумагах все красиво, должны, может быть, стоять нужные подписи, печати. Держи внутренний баланс и будь честен сам с собой. Вот так вот в целом. Да, могут быть какие-то вопросы из прошлого. Всегда карта правосудия, причина и следствие. И тогда, если мы что-то сделали хорошо, пусть руками других людей, нам может прийти помощь. Но если мы сделали что-то не очень хорошо, мы должны будем этот гештальт, видимо, закрыть. И здесь у каждого будет что-то по-своему. Поэтому в целом, если больше поступать по закону, по правилам, по традициям, может быть, даже так отчасти, это больше уверенности для вас самих. Больше гармонии будет в вашей душе. Это тоже. Давайте посмотрим, что же за главное событие. Вот, видимо, какую-то рокировку вам совершенно необходимо сделать. Карта мага выпадает. Вы очень ресурсные. Но маг – это холодная карта. Это не об эмоциях ни разу. Поэтому, если говорят опасность, да, и выпадает королева мечей, мы говорим про образ Юдифи, что ты не разрушишь. Маг, он готов взаимодействовать со всеми, он понимает, нет явного, как плохо или хорошо. Есть то, как мы воспринимаем. Поэтому даже если нам что-то не очень нравится, это не повод от этого, может быть, и отказываться. Или предположить, что я сейчас чего-то не вижу. Маг, он волшебник. И поэтому какие-то ваши могут быть альтернативные действия или у вас какие-то альтернативные возможности, мои дорогие. Вы и не предполагали того, что может произойти в декабре. И примите тогда во внимание, правда, как возможность, которая может прийти, ну, так несколько непонятно, или выглядеть по-дурацки, или вам может показаться какой-то ерундой даже, а будет означать какой-то прорыв в будущее. Не упустите чего-то. Будьте магами и волшебниками. Давайте я достану, чего это или какой сферы жизни это может касаться. Я так думаю, что это ваша работа, это ваше самовыражение, карта отшельника. Две холодные карты. Есть те вопросы, которые касаются именно вас. И если нам здесь где-то сказали, что это может быть личная жизнь или зарабатывание денег, каким образом, откуда к вам приходят деньги, но есть что-то как важное, на более длительный период, как та дорога жизни, которую вы должны пройти сами. Отшельник – это мудрец. Отчасти маг – это практик, но эта практика основанная на мудрости. Два старших аркана. Значит, есть то, что это как ваша миссия, мои дорогие тельцы, и это должно быть исполнено. Я могу сказать, две карты, они не предполагают какой-то общности. Это те карты отчасти, когда мы один на один
Может быть, как и с обстоятельствами или с какой-то историей. И здесь можно оценивать это как именно вот как ваше дело или ваше зарабатывание денег, допустим, или ваш труд, или ваша карьера, или ваш бизнес. Ну вот то, что именно вы делаете, то, что вы воссоздаете, то, что вы, может быть, креативите, мои дорогие. Среди вас много творческих людей, поэтому это ваше творчество. И это тоже следует продолжать. И, может быть, совместить в любой местности, при любых условиях жизни. Вот есть что-то, то, что должно быть продолжено и для вас, мои дорогие, должно ни при каких обстоятельствах исчезнуть. Или вы от этого не должны ни при каких обстоятельствах отказаться. Что это? Вот мне интересно. Вау, нечего сказать. Карта мага. Дальше у нас идет карта отшельника. Вот я ее, кстати, люблю. Я знаю, что мне никто не мешает. Вот вам никто не будет мешать. Главное, самим себе не помешать. Вот особенно какими-то ненужными сомнениями или иллюзиями, мы говорили, семерка у нас переворачивалась с кубков. Поэтому как и не анализировать то, что анализировать не нужно, а быть реалистом, вот как маг, что в нашей практической плоскости имеется, с чем мы взаимодействуем, так и не витать в облаках, не искать груши на вербе. И у вас выпадает еще карта Иерофант. Опять же, если мы тут про закон, то это у нас правило регулировки тоже. Когда мы уважаем, как и закон, мы уважаем какую-то иерархию, мы уважаем систему, не идем против этой системы, как и против закона. У кого-то могут быть вопросы, связанные, кстати, с судами, а у кого-то это может быть вплоть до бракосочетания, или, мои дорогие, меняется ваша личная жизнь, меняется, в принципе, ваш статус. И знаете, вот вроде как перемены прекрасные, но у вас, вот как я вижу, может быть какое-то непонятное настроение в течение декабря, мои дорогие. Или вот чересчур воинственное, или, ну, когда состояние «я не знаю, мне что-то не нравится», а вот конкретно что даже обрисовать словесно не могу. Поэтому что-то не разрушить. Нам говорят, что телец для тебя... это будет очень, ну, просто как бы необходимо. По карте Иерофант мы учимся правильно жить где-то, это тоже. И у нас и ученик, и учитель. Вы можете выступать как и в роли, к примеру, учителя. Особенно эта карта высоты такие достаточно значимые, предвещают для тех, кто преподавательский состав. Вы можете получить достаточно как и высокую должность в декабре. Или для себя траекторию сделать карьеру. Шикарную такую, головокружительную, с учетом всех карт. Все в ваших руках. Не упустите момент. Тут как вам пространство, вселенная подыгрывает. Нет помех. Да, рассчитываем сами на себя. Никто нам не будет прокладывать какую-то обозначенную тропу, усыпанную лепестками роз. Ну, вы вполне сами можете что-то осуществить при поддержке высших сил. А у кого-то, может быть, определиться в вашей личной жизни, мои дорогие тельцы. Но и учиться-то тоже придется. Жизнь – это отчасти учеба, потому что пусть не в этой колоде, часто Иерофант и ключи, мои дорогие. Ключи к счастью, ключи к будущему или ключи к правильному взаимодействию. Давайте третье важное событие. У кого-то поездка, переезд, и будут, видимо, в течение декабря те периоды, когда очень быстро вам нужно с чем-то сориентироваться. Это карта скорости, когда мы не можем что-то отложить на потом. Иначе завтра, к примеру, или потом у нас не будет повтора, у нас не будет какой-то возможности, у нас не будет того прекрасного момента. Вот здесь момент может быть удачный, очень короток. И если вы, ну, где-то что-то поставите на паузу или расслабитесь, мои дорогие. Я говорила, тройка кубков. Чем не соблазняться. Праздник. Да, у нас в декабре бывает очень много праздников, а я не вижу для вас праздник в этот период. И на кону вы сами и что-то очень важное в вашей жизни. Это может касаться любой сферы. Давайте я проясню, что же рыцарь жезлов. У кого-то просто переезд. Ну вот нам еще и выпадает, посмотрите, личная жизнь, это точно. У кого-то путешествие с вашей семьей, с вашими близкими. У нас и король выпал, у нас и королева пентаклей. Но если мы в целом говорим именно не по полу рассматриваем, а энергетику карты для всех вас, мои дорогие тельцы, девочки и мужчины,
Это та, которая из хаоса умеет создать порядок, я всегда об этом говорю, которая может создать уют, благополучие практически с нуля, адаптироваться к любой ситуации. И для вас быстрая какая-то должна быть адаптация. Или быстрая кому-то сказать даже «да». И вот это тоже я не исключаю. Потому что само по себе благополучие, прогресс, счастье, радость, хотя эмоции ваши будут, они могут, по крайней мере, для кого-то из вас быть прямо противоположными в декабре, как бы ни странно. И, видимо, совместить то, что вам может что-то не нравиться, или вы хотите сделать по-своему, а пространство вам будет предлагать какие-то иные свои варианты. И ваша задача именно это – адаптировать или себя адаптировать, организовать в своей жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.